Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не виделись на моем канале. Насчет жизни могу сказать, что, в принципе, без каких-то особых супер изменений я все по-прежнему веду свой канал, готовлюсь к экзаменам, не забывая про работу в целом, неважно, бизнес это или какая-то подработка, типа геймдизайна. Сразу же касаемся темы работы, поговорим о ней поподробнее сейчас. Бизнес стараюсь я не забрасывать, саунд-дизайн. Саунд-дизайн у меня тоже более-менее, хотя как-то медленно происходит, но уже шаги есть. Я уже как минимум в парочке инди-студий работаю. Вот. Но я все же подумываю не столько о саунд-дизайне, сколько о видеомонтаже. То есть то, чем я вот сейчас вот занимаюсь, по сути, да, перед вами, это тоже видеомонтаж, результат видеомонтажа. Потому что если саунд-дизайном я занимаюсь года 3, то видеомонтажом как вообще, как хобби, да, я этим занимаюсь еще с года 2017. То есть я давно этим занимаюсь. Лишь с недавних пор относительно я начал это применять для блогерской деятельности, для канала, поэтому вот так вот. Но, тем не менее, стараюсь тоже все курировать. Недавно посмотрел, например, Хохору вакансии для того, чтобы свериться, на что обращать внимание. И, вероятно всего, например, я начну осваивать линейку Adobe программ, потому что она часто фигурирует в вакансиях. Собственно, насчет работы я сказал все, пока что только это актуально. Как раз затрону весьма такую важную вещь, которая скажется на канале. Возможно, или даже скорее всего, в ближайшие пару недель я уйду в отпуск на неделю. Мне нужно полежать в диспансере. Не секрет, потому что меня изначально давно-давно еще набрал в военкомат. Это как раз решается вопрос с армейкой. И я так полагаю, что если ситуация будет так складываться, то не исключено, что причислить категорию В ограниченно гонен, то есть в мирное время меня трогать не будут. То есть я буду сам по себе в этом плане. Конечно, в идеале мне бы, наверное, по душе была бы категория D, но это вообще, надо быть каким-то... иметь какие-то реальные проблемы со здоровьем, прям критические, я бы сказал даже. Вот, так что категория D это скорее больше как некая утопия, ежели чем категория В. Тем более, что у меня есть, так сказать, своя предыстория детства, свои там определенные проблемки были, в частности, с психоречевым развитием. Но пока погружаться в эту тему не буду, как минимум, потому что тема видео не совсем про это, но как факт я упомяну, да. И это, я считаю, может мне помочь с точки зрения спокойно отойти от армии. Но посмотрим по ситуации. Надеюсь, что все сложится как надо. Ну, во-первых, где я буду? Это диспансер. Если говорить о том, что я думаю там, чем заниматься, но, наверное, все-таки немножко отдыхать от канала, от видео, потому что я чуть ли не каждый день пилю какое-то новое видео. И в какой-то момент мне немножко это даже поднадоедает. А в диспансере я недельку полежу, ничего так. Но я думаю, все-таки не забывать про свою блогерскую деятельность в целом и пользоваться как минимум телеграм-каналом и там писать свои какие-то мысли, мнения, какие-то впечатления, может быть, да, от диспансера. С одной стороны, кто-то из вас может подумать, почему тогда не видео выкладывать, ведь у меня же там есть ноутбук. Но вот я не знаю, видно его или нет, но вот у меня ноутбук, и вот он у меня вот рядом, и он слабый, то есть там нет никаких вот этих программ, все такое, а если они были, то вряд ли бы они тянули бы все, что я бы там делал. Поэтому очень маловероятно или крайне маловероятно, что я буду выкладывать какие-то видео в диспансере. Так что считайте, что если мне все-таки это, я так предполагаю, что в 20 числа этого месяца я полежу там 7-10 дней, не больше, не меньше вообще-то то канал отдохнет без меня, но как минимум я буду думать насчет каких-то форматов видео, может быть, каких-то, которые я не использовал. Ну а так Telegram у меня будет основным таким источником информации. Следующая тема видео посвящена шуму. О каком шуме я говорю? Начну с того, что где-то пару месяцев назад, не знаю, говорил я в предыдущих видео или нет, я уже не помню, но на всякий случай повторюсь. Я думаю, как раз в июне месяце, как раз тоже примерно на неделю, дней на 8, так оказаться в Калининграде, я подал заявку на молодежном медиафестивале «Шум», который будет проходить в Калининграде. Мне предлагал изначально брат, и я думаю, со своими там знакомыми и друзьями туда поехать, повидать это место. Мой брат уже там был один раз, и я там буду. По крайней мере, если примут мою заявку.
Поэтому, как бы, я стараюсь со своей стороны сделать все возможное, чтобы у меня была возможность, как минимум, оплатить себе билет. Я уже поднакопил более-менее денег, чтобы потом еще немножко подкопить и купить билет туда и обратно. Но еще надо иметь при себе какие-то карманные расходы. Ну, программа там интересная должна быть. Там, как минимум, планирую поделиться своим опытом, найти единомышленников и, может быть, даже как бы новые идеи какие-то подчерпнуть в процессе. К тому же смена локации сильно влияет на творческое мышление. В частности, когда дело доходит до общения с новыми людьми, единомышленниками. Вот, считаю, что это для меня было бы полезно. Этот так называемый шум будет примерно в 20-х числах тоже, но именно что июня. Но учитывая, что у меня будет еще подготовка к экзаменам, я должен это тоже не забрасывать и как-то для себя придумать подготовку. Еще одно. Внутренним испытанием ВШЭ, потому что сами испытания будут уже около середины июля. Надо как бы еще в Калининграде суметь найти время дополнительно подготовиться. Что будет тогда с каналом? Я думаю, что будет примерно такая же тема, как с возможным диспансером, потому что у меня будет возможность нормально вести только Telegram, ну или YouTube, если я что-нибудь такое придумаю, затрону какие-то форматы, которые я не раскрывал еще. Вот, ну как раз подходим к немаловажной такой теме, как планы по поводу моего канала. Что я планирую с моим каналом делать? Самые разные вещи. Ну, во-первых, я уже здесь пару раз вспомянул Telegram-канал. Да, я думаю почаще вести Telegram-канал, особенно когда я буду отбывать, когда у меня не будет возможности вести канал в полной мере. То есть YouTube-канал я по большому счету использовать не смогу в какие-то моменты, да, но у меня будет, например, будет Telegram, где я могу даже вот как бы чуть ли не напрямую с вами разговаривать, общаться. Кстати, не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы также не пропускать интересные вещи. По крайней мере, в будущем это точно планируется. Пока я там просто публикую видео на YouTube-канале, но изредка там появляются некоторые постики, да. То есть контент, которого нет на YouTube. И который будет больше в обозримой перспективе. Помимо ведения Telegram-канала, я думаю затрону тему трансляций. Может быть, это я и буду делать в том же диспансере, кстати, со своим ноутбуком. Вот, но это скорее будет из разряда просто общения с подписчиками и зрителями. Или зрителями, не знаю. Но было бы прикольно провести трансляцию, попробовать. Затрону одну такую тему. Я сейчас немножко наступлю вам на больное, как-то, но если случится блокировка YouTube, я напомню, что я свободно возьму и куплю VPN. Или, может, даже буду пользоваться обычным VPN. Но купить в том смысле, что я не гарантирую, что обычный бесплатный VPN будет мне гарантировать нормальную работу, стабильную. А вот если я куплю VPN, это будет как раз следствием того, что коснулись моей святыни, и я же ведь не покупаю VPN, потому что я жду, когда YouTube заблокирует, чтобы им пользоваться как бесплатный VPN. То есть я жду подходящего для этого весомого повода. Вот. Но я рассчитываю, что этого не случится. Ну а если что, я вас я вас оповестил в этом плане или напомнил даже. То есть я знаю, как выйти из этой ситуации, так что я по сути об этом не паникую. Так что все нормально. Думаю сделать обзор GamerStuff на грядущую игру. Я хотел бы немножко рассказать здесь небольшую предысторию. Я еще пару лет назад проходил серию игр Amnesia. Всю трилогию прошел. Но в этом году, в 20-х числах, выйдет Amnesia The Bunker. Но он выходит 23 числа, 23 мая, то есть. И, скорее всего, и, вероятно, я буду там уже лежать в диспансере. И я, может, не сразу смогу сыграть, но постараюсь. А иначе будет у меня тогда Atomic Heart DLC. Да. Летом обещает выйти, пока неизвестно точно, но официально известно, что летом выйдет первое дополнение к Atomic Heart. Кто видел трейлер, я думаю, понимаете, что меня там ждет в случае, если я возьму за это дополнение. А так я бы очень хотел сыграть. У меня была еще какая-то парочка мыслей по поводу канала. Отмечу, что я вот самое ближайшее, что я думаю сделать по GamerStuff, это попробовать как-то добить Apex Legends, новые вот эти видео, потому что вот у меня вот последнее видео, которое вот вышло, после этого последнее видео по Apex, там первые два только вот это, первые две игры с Кириллом, далее идут еще там
интересные еще 6 игр, и я думаю сделать 2-3 выпуска еще в идеале. Подходим ближе к финалу и приступаем к моему, пожалуй, любимому здесь разделу видео, это напутствие. Напутствие здесь у меня как бы разные, так что мы будем сейчас немножко с вами рассуждать, философствовать. Да, возможности жизни. Давайте поговорим о таком явлении. Возможности жизни. Что мы подразумеваем под этим понятием, термином? Возможности жизни — это, на мой взгляд, это не только то, что мы можем видеть, осязать, но и то, что мы можем разглядывать в рамках существующей ситуации. Например, это какая-то ситуация из разряда катастрофы, да, когда ты не понимаешь, что остается делать тебе, что ты в тупике, тебя ломает, ты в панике, все такое. Но в какой-то момент ты берешь себя в руки и начинаешь что-то делать. И находишь какую-то, так сказать, соломинку, да, и из нее хватаешься, и тебя с определенной долей вероятностью случается чудо. Ты как бы спасаешь свое положение или что-то из этого. Вот, это тоже возможности жизни. То есть я имею в виду, что, напоминаю, да, то есть я в этом не оригинален, но напоминаю, что в жизни бывает как, обычные возможности, да, которые мы всегда видим и помним, так и скрытые возможности. И вопрос лишь в том, насколько хорошо мы эти возможности видим. Вот. Но пока мы при этом переживаем все то происходящее, что с нами происходит, важным таким элементом жизни должна выступать такая вещь, как антихрупкость. Как раз хочу здесь немножко упомянуть одну книгу, которая как раз-таки побудила меня упомянуть этот термин. Наверняка вы знаете такую книгу Насим Николаса Талеба, книга про черных лебедей, но у него есть еще одна книга, как такой сиквел, по сути, или дополнение книги, называется «Антихрупкость». Вот я еще читаю, вот она вот такая, Anti-Fragile на английском, «Как извлечь выгоду из хаоса». То есть автор книги, он таким немножко сложным, но интересным языком объясняет вещи, по сути, которые повторяют суть прошлой книги, но как бы дополняются еще при этом определенными советами и руководствами. И очень как бы она в каком-то смысле напоминает стоицизм 21 века. Тема антихрупкости меня побудила высказать свою позицию по поводу этого термина. То есть существует такое понимание вещей, как хрупкость, неуязвимость и антихрупкость. Хрупкое — это то, что подвержено всяким событиям и ломается. А неуязвимость подразумевает собой, что ты как бы... Тебя не ломает события, но фишка в том, что ты ничего от этого не получаешь. Ты просто как бы, возвращаешься в исходное положение. А антихрупкость подразумевает, что ты не просто переносишь на себя, что ты не просто умеешь переносить какие-то тяжести жизни, если так можно выразиться, а ты получаешь определенную выгоду с них, и ты становишься лучше себя прежнего. И это как раз-таки тема антихрупкости. Поэтому я упоминаю эту тему за тем, чтобы понимать сперва такую простую истину, что важно уметь как-то в жизни подходить к ней так, чтобы те трудности жизни, которые нам подкидывает судьба, чтобы мы перенимали себе на пользу. И делали из этого, как сказать, из проблемы что-то полезное для себя. То есть, как сказать, то есть получать выгоду из того хаоса, который происходит в нашей жизни. Разумеется, не идя в противоречие с человеческой порядочностью, но тем не менее. Напомню о теме привязанности, потому что эта тема важная для моего канала, пожалуй. Потому что мне эта тема свойственна самому, я сам как бы человек, которому свойственно привязываться к чему-либо, даже к каналу. Но в жизни очень важно, я еще раз напоминаю, вырабатывать вот эту противоположность привязанности, независимости, я считаю. Антоним привязанности — это независимость. Уметь вырабатывать определенную автономию по отношению к происходящим вещам, людям, и всякое такое. То есть важно просто анализировать ситуацию и понимать, что все-таки есть вещи, которые реально зависят от нас, а есть, которые не зависят.
да, и их важно уметь как бы различать, потому что это то, от чего стоит отталкиваться, когда мы размышляем о теме независимости, да, или там, привязанности. Гнев и обиды. Гнев и обиды — это частое явление в нашей жизни, причем я считаю, что оно в частности происходит через эмоциональный интеллект, который, к сожалению, мы, люди, во многом пренебрегаем, недооцениваем его. То есть мы часто придаем значение обычному интеллекту, то есть рациональному началу, но пренебрегаем, когда дело доходит до рационального начала, и поэтому часто бывает так, что вы что-то сделали под давлением эмоций, не то, чего вы хотели, но под давлением эмоций, и потом вас же обвиняют. В каком-то смысле где-то это и правда, но правда не в отношении вашего рационального начала. То есть вас обвиняют за то, что сделало ваше иррациональное начало, на котором вы напрямую не властны, и вам приходится иметь дело с последствиями. Как управлять гневом нашим и обидами теми же, это можно делать, конечно же, через, собственно, наш разум, через наши установки когнитивные, но при этом есть такие вещи, как режим сна, питание, да, собственно, сама экология в принципе, то есть мы должны соблюдать определенную экологию. Вот, то есть, например, проветрить помещение, поменьше там курить, принимать какие-то вещества, вот, потому что это тоже сказывается на эмоциональном интеллекте, потому что все это связано, все то, что внутри нас, весь наш организм, он взаимосвязан, он сложный, взаимосвязан между собой, органами чувств тоже. И любое такое вот вмешательство, оно дает о себе знать. Вы сами по себе это тоже знаете. И это также связано с такой темой, как страхи. Страхи как результат как бы нашего определенного, может быть, незнания. Да, типа мы боимся того, чего не до конца знаем, или того, над чем мы не до конца властны, да, то есть мы можем знать что-то, но мы понимаем, что мы не до конца как бы можем на это, не полностью можем на это влиять или вообще не влияем, и или не можем сказать точно, и это как бы побуждает нас бояться. Хотим ли того или нет, у нас возникает желание, даже не желание, у нас возникает вот это бурное чувство боязни, страха, мы боимся что-то сделать, и этот страх сковывает. И вот это особенно интересный момент. Вот. Я, конечно, вряд ли здесь смогу порекомендовать что-то из разряда «как не бояться». К сожалению, страх, так же как и гнев, пожалуй, это сопутствующие нам всегда явления. Они еще сопутствовали нашим далеким предкам, еще со времен каменного века. Да, они играли в свое время важную функцию, и сейчас как бы тоже играют свою важную функцию, но в данном случае они лишние, они как бы не совсем идут в ногу с тенденциями, которые происходят сейчас в мире людей, по крайней мере. Вот, и важно, конечно же, подстраиваться как-то под нашу реальность, если мы хотим обеспечить себе наиболее безопасные и комфортные условия со своей стороны. Да, мир хотя и сложный, но даже к таким вещам, как управление эмоциями, нужно и важно. Даже если кажется, что, типа, например, я вот не даю каких-то конкретных рекомендаций, я не более чем вам просто напоминаю об этой теме, и только ваш выбор, изучать это самому или нет. Я много так вот не говорю в деталях, как минимум, чтобы не нагружать вас. Моя задача просто обратить внимание, то есть гнев, обиды, страхи. Да, это есть, это проблема, и я обращаю ваше внимание на то, что это надо как-то уметь решать. И даю какие-то, может быть, общие рекомендации, свое видение. Да, так же, как и с гневом, со страхом, думаю, примерно такая же тема работает. Здесь нужно по-своему подходить комплексно, вплоть до всего здоровья в целом. То есть, да, режим, сколько мы спим, что мы принимаем, в какой обстановке мы находимся, что потребляем, как часто мы занимаемся физическими упражнениями. Это тоже является важной предпосылкой для наших будущих страхов. Насколько наши страхи будут здоровыми, потому что иначе наши страхи будут, завышены, да, и завышены не совсем по нашей воле, а потому что мы там не проследили за нашим сложным организмом.
Но, тем не менее, подобные вещи тоже, как бы ни странно это звучало, но порождают определенные перемены, да. Когда мы что-то вытворяем, не обязательно что-то супер ужасное, но, допустим, под влиянием эмоций мы что-то делаем, что-то неосознанное, что-то такое, да, в порыве эмоций, и мы создаем этим какие-то перемены. Ситуации бывают разные, но в зависимости от ситуации мы можем себе сделать даже где-то лучше. То есть мы как-то отреагировали, и так получилось, что мы обеспечили себе какой-то новый виток событий. То есть, с одной стороны, за эмоциями надо следить, но так получается, что в какой-то момент наши же эмоции нам помогают, хотим мы того или нет. Да, то есть здесь своя спонтанность определенно присутствует. В общем, эмоции важная вещь, но за ними нужно следить. Но, тем не менее, в какой-то момент эмоции даже могут нам реально помочь. Это надо как-то уметь, не знаю, чувствовать, вырабатывать в себе это как механизм. То есть за один день, как говорится, Рим не построишь. Также за один день невозможно себя как-то разом взять и начать контролировать эмоции. Это надо вырабатывать себе изо дня в день, постепенно, как мы ходим в спортзал для того, чтобы подкачивать наше тело, тренировать наше тело, укреплять его, также нужно укреплять психически. То есть все это есть как бы единое целое, как бы слежка за своим здоровьем. Давайте немножко затронем тему касаемо меня. Я просто хотел бы дать небольшой совет такой, касаемо, что случится, если... Как себя вести, если я в какой-то момент, типа, пропаду, независимо от того, как бы сообщу вам или нет. Вот, допустим, я пропал, да? Я не успел рассказать, и тут долгое время не уходит видео. Я даю очень дельный совет, ребят. Когда вы это видите, вы просто спокойно, как бы, к этому относитесь спокойно, как бы, не паникуйте. Может быть всякое. Не обязательно я там погибну или что. Это может быть банально просто, что я, допустим, пропал из сети по какой-то причине. Я в этом момент тоже, конечно, буду беспокоиться, если что-то такое произойдет, из-за чего я не смогу вести там какое-то время канал. Вот. Но по возможности вы можете мне написать, спросить или даже позвонить, если у вас есть номер телефона. Вот. По возможности я в такие моменты буду стараться, конечно, говорить, что со мной происходит или что-то, да. Или через какое-то время, да, потом в первую очередь записать какое-то видео и сказать, что со мной произошло. Да, я как бы сам это предвещаю себе, ну, как скажем так, я предвижу подобное, и в случае чего стараюсь и себя, и вас настраивать, чтобы вы были более-менее подготовлены к этому моменту. Так что я об этом тоже не забываю. Жизнь иногда штука та еще внезапная, но, тем не менее, я вам сказал, как к этому относиться, спокойно, с пониманием, и если у вас есть возможность, пишите. А так, помните, что я все-таки дополнение вашей жизни. Пока есть, это круто, а если я куда-то пропадаю, ну... Не, это самое страшное, я понимаю, для кого-то это может быть дискомфортом, но... Я, в свою очередь, стараюсь сам не паниковать и не подставлять вас. Да, а если что-то происходит, постараюсь обязательно сообщить. Но если в какой-то момент, я не знаю, погибну или умру, может быть, кто-то из вас сможет через моих родственников узнать обо мне, что со мной произошло. Так что да, вот так вот вот что я думаю по этому поводу. Так что все это не самое страшное, что может произойти в вашей жизни. Гораздо страшнее то, что может произойти с вами. И это вот, в первую очередь, об этом вы должны думать. А уж потом уже вправе волноваться за меня. Но вы вправе волноваться в первую очередь за самих себя. Это самое важное. Это важнее, чем даже беспокоиться обо мне. Ну и, конечно же, какой бы мир наш сложный ни был, надо просто жить. Ведь мы проходим в этот мир, собственно, почему? С одной стороны, можно, конечно, сказать, да не зачем, это просто течение обстоятельств, но для себя лично можем создать какой-то смысл. Я лично для себя говорю, что я пришел в эту жизнь, чтобы творить, созидать и радовать вас, собственно, дорогие зрители. Напоминать вам о себе и просто дарить вам радость и улыбки. Все просто. Хотя, конечно, я склонен рассуждать на очень такие глубинные темы, о темах хаоса, мироздания. Вот я по себя немножко так скажу. Может быть, когда-нибудь я уделю этому поподробнее тему, да, а то я такой человек, который за последние полгода или даже год выработал особую такую форму мировосприятия, которая немножко даже отрицает то, что я вам говорю. Ну а так я все-таки сторонник дарить людям улыбки и радость, потому что это
моя жизнь. Даже если я уйду, там, оставлю канал, моя жизнь не закончится, и ваша жизнь тоже. Надо просто жить дальше. Жизнь не всегда будет преподносить приятные сюрпризы, но в нашей же власти отвечать на это и делать все возможное, чтобы жизнь была ближе к значению идеала. Идеалов не существует в объективной реальности, но они нужны как ориентир, как метка на карте, чтобы к ней идти, чтобы быть ближе к этому значению. И чем ближе мы к значению хорошей жизни, чем больше каждый из нас делает что-то для жизни, вкладывает какой-то свой кирпичик, тем наш мир лучше. И я этот свой кирпичик тоже, точнее свои кирпичики тоже вставляю в общую, так сказать, нашу крепость под названием жизнь. Наша жизнь подобна замку, в котором мы, пользуясь кирпичиками, его и составляем. Ну и давайте завершать видео. Вот так вот мы поговорили с вами о моей жизни, работе, о моих возможных отбываниях дома, от канала, о моих планах. Да, собственно, как бы видео получилось интересным, в общем целом. Ну и, собственно, давайте скажу все-таки напоследок, что я буду делать дальше. Вообще, куда я плыву дальше? Куда ведет моя жизнь? Куда ведет моя дорога? Я, прежде всего, иду своей дорогой, зная, что у меня есть этот день. И каждый свой новый день я стараюсь проживать по-своему приятно и красиво и делиться тем, кто я есть. Радую вас. Да. Но вопрос лишь в том, ребят, как вы свою жизнь делаете. Как вы себя радуете и близких вас людей. Своими поступками, делами, своими какими-то достижениями, своими качествами. И это, пожалуй, самое главное. И даже поважнее, чем то, что делаю я для вас. Хотя это тоже имеет немаловажное значение. В общем, ребят, спасибо, что вы посмотрели это видео. Хотя оно получилось немного в спешке. Немножко, может, где-то поторопился. Но я постарался вложиться во всю и рассказать достаточно, чтобы вас порадовать, собственно, тем, что я есть, что существует как минимум этот блог, что я его не забрасываю, и о вас не забываю. И в нужный момент стараюсь вас предупреждать, чем-то говорить, давать какие-то напутствия, да и вообще просто желать чего-нибудь хорошего. Ну и еще раз я вам желаю всех благ, здоровья, счастья, благополучия, всех благ, всех каких можно. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. На меня можно рассчитывать, но сами тоже, как бы, идите своей дорогой и поступайте так, как вы считаете нужным. А я буду, как всегда, хорошим, приятным дополнением. Неважно, долго я буду на канале или в скором времени, если мне придется по каким-то причинам уйти, или бросить, или пропаду, там, неважно. Не это самое страшное. Но самое главное то, что делаете вы в своей жизни. А я пока здесь, я вас поддерживаю. И желаю вам всего самого наилучшего. Чтобы вы просто жили и жили счастливо. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.